Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 23 по 29 октября. Давайте мы узнаем, что думают карты на эту неделю для вашего знака зодиака. И это окончание коридора затмений, который как раз 28-го лунным затмением завершится в знаке зодиака Телец. Телец – это все вопросы, связанные с благополучием в целом, и вопросы взаимоотношений, как и в социуме, так и в личной жизни, финансовые вопросы, не без этого. Но лунное затмение, сама по себе Луна, тысяча неопределенностей. Вот с чем-то мы, наверное, на этой неделе вряд ли договоримся или совершим что-то, потому что есть еще какая-то составляющая в обстоятельствах нашей жизни, которая продолжит развиваться. Вот что-то на этой неделе мы не можем видеть наверняка. Или картина, которую мы видим, или нам демонстрируют, она тоже не совсем может быть правдоподобна. Поэтому вердикты какие-то или обещания, наверное, не лучшее время давать кому-то. И если мы говорим про Тельца, надо сказать, все вопросы, все, что вот с благополучием связано, у нас тоже где-то продолжат обрастать какими-то новостями или новыми обстоятельствами жизни, потому что две серьезные планеты, как Юпитер, так и Уран, будут в ретро-движении в знаке Телец до конца года. Поэтому неизбежно какие-то вопросы, они будут дополняться, нам придется со всем этим взаимодействовать. Поэтому на неделю вердикты мы точно не выносим. Ну, давайте, тем не менее, на неделю мы узнаем. Первую карту мы достанем. Главное событие назовем так. Что для вас, Водолей? Неожиданное событие. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Достанем карту, что скрыто. Может быть, чему-то не придаем значения, а это важно. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, деньги и личная жизнь. Достанем карту совет. Подытожим наш расклад. Давайте откроем. Главное событие. А что-то приятное. Может быть, это и комплименты, хорошее настроение, вдохновение, или какая-то радостная новость, признание в любви, или еще что-то доброе, светлое войдет в вашу жизнь. По этой карте нет чего-то такого глобального и на долгий срок, но и на неделю как будто, с хорошим настроением мы ее проведем, нам карта это обещает, это как будто главное событие. Может быть, вы чем-то вдохновитесь так, что это будет для вас значить очень много или очень важно. Это может быть как ваш личный где-то проект, который, если мы говорим про вдохновение, захватывает, но нас полностью. И мы хотим что-то развивать, что-то менять. Это оказывает влияние, видимо, на все сферы жизни. Какое-то радостное либо известие, либо новость. Давайте посмотрим неожиданности, возможности. Карта заслуженного успеха. У нас девушка отплыла от прежнего берега, и она как будто не оборачивается, это не имеет уже значения. Дорогу осилит идущий, говорит нам эта карта. И пусть карта темноватая, но заслуженный успех нам как будто обещают. У кого-то это неожиданности, как к вам приезд человека, или вы куда-то отправитесь. У кого-то это смена работы, смена сферы деятельности, или, может быть, на вашей уже теперешней работе тоже что-то меняется для вас в плюс, перед вами открывая новые возможности. Главное, чего-то не упустить. Все просчитать наперед как будто невозможно по этой карте. Но нам помогает то, когда у нас хватает где-то мужества менять свою жизнь. Но не делать резких каких-то заявлений или телодвижений, а мы просто уверенно идем вперед. По этой карте может хорошо проигрываться как сфера деятельности, например, связанная с перемещениями работы, да, или сама по себе удаленная работа, работа в IT, или ваша популярность через интернет, ваше личное творчество, хобби, когда вы себя как будто развиваете. Карта обещает успех в каком-то деле, и значит, словно лед тронулся, мои дорогие водолеи, вот что-то такое
вас определенно вдохновит. Чему сейчас не время, давайте мы узнаем. Но где-то так расслабляться, понимаете? Не время погружаться в эти эмоции совсем. Все же у нас рядом карта лежит, которая мечевая. Это ваши энергии, мои дорогие. Правильные мысли, правильный расчет. Все же хладнокровие и рационализм с логикой нам определенно помогает. Мы же должны двигаться вперед. По королю кубков как раз и есть равновесие, баланс своего рода между финансами или возможностями какими-то и эмоциями. Вовремя отключить эмоции там, где они не нужны и только мешают, если вопросы касаются заработков, денег, конкретно получения должности или каких-то дел. И там, где можно проявить эмоции, это наши отношения, это про любовь, вот там как раз мы раскрываем их полностью. То есть, видимо, вот так удачно переключаться с одного на другое, балансировать, что нам будет помогать, как творческий проект или какое-то желание что-то осуществить, желание переезда или предложения какие-то. Может быть, предложение по личной жизни нас тут вдохновит так. Или это наши какие-то достижения. Практически человек уже тоже повернулся спиной к прошлому, и он смотрит в будущее. Он именно выбирает корабль, но он еще не предпринял каких-то действий. Нам будет помогать, ну, где-то неспешность, неторопливость, внимание к деталям, какой-то просчет очень правильный. И видение, наверное, своей мечты, своего главного желания, как цель, намерение. Мы должны визуализировать словно это. Это нам тоже помогает, вселяет как уверенность в себе, так и добавляет вдохновение. Где-то вы сами себя вдохновляете, мои дорогие водолеи. Но и извне это тоже есть приятные события, это тоже факт. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. Да все под контролем. Король Пентаклей – это тот, который себя создал сам. Вот правда, вы сами себя и вдохновляете. Если надеемся сами на себя, да нет ничего невозможного. Как и увидеть то, что есть по факту, так и договориться с людьми, которыми, может быть, даже договориться сложно. Но вот, наверное, когда мы цель поставили, нас ничто не остановит. Сам по себе король Пентаклей – это карта самореализации и возможностей. И когда у нас сейчас достаточно сильная позиция, может быть, это еще и человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент, который вам будет помогать чем-то. Может быть, словом, может быть, делом, может быть, по документам, а может быть и материально. Но, в принципе, у нас стабильный период, потому что вы наметили, вы вполне можете осуществить. Ну и деньги, говорят, будут. А что нам на финансы? Но хоть и деньги будут, а с деньгами надо быть очень аккуратными. Обратите внимание, в этой карте птицы как будто вокруг нашей королевы мечей парят. И одна птица опустилась критически низко и подлетела уже к кошке. С виду прекрасное животное, очень милое, ничего не предвещает, но мы с вами знаем, что бросок, как будто прыжок кошки, он молниеносен, а когти смертельно опасны. Мы не должны себя подвергнуть риску, и это по части финансов. Вообще, пусть не в этой колоде, а в другой, это прообраз Едифи, и поэтому мы можем словно от чего-то отказаться. Поэтому, знаете, ну, наверное, больше, если мы говорим, да, вы хотели осуществить что-то, и для этого вам необходимо, предположим, согласование с документами произвести. И, может быть, вы сталкиваетесь с какими-то чиновниками, или, например, пошли в банк, и тоже сложно там как-то вот решается вопрос. Ну, наверное, не для эмоций время, так это факт. Здесь нужно поставить себе, ну, как, знаете, во главу угла. Вот я должен решить этот вопрос. И если вот такая постановка для себя, такой ориентир вы берете, то вы же в тех энергиях, когда вы чувствуете интуитивно, что мне может навредить. И тогда у вас действия на 100% будут очень правильные. Нам будет помогать, если мы о своих планах, в принципе, вообще не заявляем. И по части денег тоже. Не обещаем кому-то помощь. И, может быть, для кого-то из вас
Вы даже кому-то откажете в помощи, если вы прежде кому-то помогали, потому что на повестке дня вы сами. Вам нужно что-то свое осуществлять. Поэтому рационализм и хладнокровие дважды. Все, что касается дела, работы, бизнес, деньги. Вот так. Не должно быть просчета. Ваше намерение должно исполниться. А вот в личной жизни тут приятные эмоции, вдохновение. Семерка кубков. Любая семерка – это пауза. Ну, не в пауза в плане чувств, а пауза, когда ничего не меняется. То есть я могу предположить, то, что было на предыдущей неделе, где-то останется вот так же. Нам не про новое знакомство, к примеру, говорит карта. Но у нас есть рыцарь кубков, который говорит о как раз признании в любви. Кто знает, это может быть состояние, когда бабочки в животе, да, нам сделали признание, и перед нами, ну, какая-то другая жизнь с другим качеством открывается. Или просто приходит, даже если вы в паре, какое-то известие в ваших отношениях, когда вас оно вдохновляет. И вы с большим оптимизмом смотрите вперед. Вас что-то просто должно порадовать в личной жизни. Но не одеваем розовых очков. Вот нам как раз с королем кубков это и говорят. Если надо быть все равно рациональному, не поддаться какому-то соблазну, или если нам что-то обещают, ну, где-то делить надвое все-таки, потому что карта иллюзорного успеха. На волне эмоций мы можем так проскользнуть, но не в том направлении. А вам как будто этого делать нельзя на этой неделе. У вас есть какая-то цель. Нельзя дать себя уговорить в целом на то, что вы считаете неприемлемым. Нам не говорят, что мы должны доказывать что-то прямо так вот жестко. Нет, обойти острые углы, может быть, и придется, но сохранить свои принципиально важные позиции для вас будет очень важно, мои дорогие водолеи. Карта совет. У нас тут пара. У кого-то могут быть вопросы, тем не менее, вплоть до суда, может быть, или вы, правда, какая-то прежняя история, может быть, это и в личной жизни, да, что-то не сложилось, и уже де-факто отношений нет, взаимопонимание утрачено, и вы здесь будете принимать решение, что де юре теперь нужно это тоже как-то оформить документально, и вполне вероятно тогда какие-то вопросы могут быть по имуществу, по деньгам, ну, разбираться будете, может быть, или договариваться скорее, да, с вашим прежним партнером, как это будет развиваться в дальнейшем. По королю мечей хладнокровие, выдержка, опять же, ваша энергия. Как будто вы должны, вот то, что вы наметили, вы должны осуществить. Не должно быть риска. Вот этот момент все-таки примите к сведению. От начала до конца быть королем мечей. У кого-то это могут быть вопросы, любые вопросы из любой сферы жизни, когда нам, к примеру, потребуется консультация юриста, адвоката. Если есть на повестке дня то, что вот вы, к примеру, не специалист, вы не знаете, как это совершить, или как правильно, как себя обезопасить, может быть и так, тогда нужно обратиться к тому человеку, который вам даст исчерпывающий совет или обрисует какую-то ситуацию тоже поэтапно, подетально. Не должно быть для вас белых пятен. Может быть, это есть необходимость согласовать с документами что-то или подписать какие-то документы. Значит, тогда мы должны обратиться к чиновникам и пройти какую-то систему иерархии, чтобы какой-то вопрос для нас определенно решился. Или он не встал на паузу. Противоположная энергия, посмотрите, совершенно по всем выпавшим картам. Переключаться действительно придется между насущными конкретными вопросами и по тому, что живет в нас в виде эмоций. Вот как у короля кубков. А что скрыто? Знаете, мы можем столкнуться с людьми, которые нам будут что-то доказывать. Как ни крути, но по рыцарю мечей иногда проходят те персоны, которые бунтарь без причины, лучше не скажешь, которые врываются в наши жизни и пытаются нам что-то доказать. Мы, конечно, можем тоже пытаться кому-то что-то доказать, но нам уже все карты сказали нет. Вот этому сейчас не время, потому что мы ничего никому не докажем. Мы только обострим какую-то обстановку, и
в результате мы сами себя обесточим, потеряем время, потеряем энергию или подвергнем себя где-то риску. Здесь больше молчаливая какое-то внешняя трансляция, как минимум, согласия, а при этом холодность суждений и делаем что-то по-своему. Если мы вот по этой карте и по сути искатель правды или какой-то истины, вот в этой позиции карта проигрывается хорошо. То есть нам нужно раскопать какую-то, например, нашу или построить новую стратегию, тактику и знать в отношении нас, как будет работать закон, если мы намереваемся что-то осуществить. Или сказали нам одно, а мы интуитивно чувствуем, нет, наверное, тут как-то по-другому будут обстоять дела. Значит, найти тоже информацию недостающую мы сможем. Узнать вот эту правду, истину у нас как раз хватит и умения, и возможностей, и сил. Потому что реальность, она может быть конкретно одна, а подана нам с какой-то совершенно по-другому, либо с субъективной позиции другого человека, либо, может быть, это специально, намеренно где-то уводят от какой-то конкретики. Может быть, через приятные эмоции. И так тоже может быть. Поэтому по рыцарю мечей, знаете, полшага назад нам говорят, отступи, если ты сталкиваешься с людьми, у которых сложный характер, или в какой-то ситуации вы оказываетесь, когда какой-то конфликт, лучше всего уйти от него, не увеличивать какую-то дистанцию. Мы можем столкнуться еще раз с этим человеком, или нас нарочно судьба с ним сведет. Вот такое бывает, особенно по Луне. Но не время вот для эмоций от начала до конца, мои дорогие водолеи. Это при всем при том, что позиция ваша как раз очень сильна. И все, что вы думаете правильно. Но просто методы вам придется как самого себя контролировать, так и ту обстановку, которая развивается вокруг. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.